Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить модели УАЗ-469 в масштабе 1 к 43. Данная модель выпускалась с 1981 по 1924 год на заводе Радон, а с 1984 и до 1991 на заводе УАЗ в Ульяновске. После 1991 года модель выпускалась уже силами заводов Агат, Инкотекс и Масар. Модели УАЗ-469 был присвоен каталожный номер А34, который не пропадал с днища на протяжении всего периода производства. Кузов и днище модели первоначально производились полностью из металла и открывающимися были как капот и задний борт, так и двери. Кроме этого, у УАЗ-469 был съемный тент, передняя рамка стекла и запасное колесо. Довольно детально была проработана ходовая на раме. В основной период производства до 1991 года модель не имела каких-либо модификаций, и основным изменением это был только цвет. Самые ранние модели 1981-1982 года имели черное металлическое днище, на котором было название модели, надпись сделана в СССР на русском языке, номер А34 и масштаб 1 к 43. Пластиковые части между корпусом и дном устанавливались из прозрачного пластика, которые чуть позже в 1922-1923 годах стали непрозрачными, а в 1924-1925 году снова были прозрачными недолгий период времени. В ранний период может встречаться серебристое днище. Пластиковый салон был коричневым, черным или капроновым. На ранних моделях ручки на дверях немного выступают, за счет чего дверь не проваливается внутрь салона, как в более поздних моделях. Ручки на дверях более короткие. Облицовка радиатора идет отдельной деталью и хромируется. До 1924 года модели производились на заводе Радон, и они сегодня считаются довольно редкими и желанными в любой коллекции из-за этих всех конструктивных особенностей. В 1924 году производство модели передается на Ульяновский автомобильный завод и продолжается там вплоть до начала 90-х годов. В том же 1924 году надпись на металлическом днище на русском «Сделано в СССР» меняет надпись на английском «Made in USSR». С 1926 года происходят заметные изменения. На дверях изменяется форма ручек, и они становятся длиннее и смещаются к центру. Также днище становится пластиковым, и на нем появляется надпись на русском «Сделано в СССР» и пропадает на английском «Made in USSR». Меняется рисунок на задней части тента. Также немаловажной деталью была та, что в цвет хаки модель красилась только на Ульяновском заводе. Далее, короткий промежуток времени с 1991 по 1994 год днище новых моделей УАЗ-469 опять стали производить из металла, и надпись на днище сменилась на «Сделано в России». После 1994 года днище снова пластиковое с надписью «Сделано в России». В начале 90-х производились также модели без хромированных деталей, и они были белыми. Также в начале 90-х крюк для прицепа стал длиннее. Возможно, это было связано с тем, что стала выпускаться модель с прицепом в тот период. Также в начале 90-х вышла довольно необычная и нечасто на сегодняшний день модель так называемого кроссового варианта УАЗ-469, на колесах которой была еще и надпись «Тантал». Самые поздние модели отличались отсутствием хромирования, а цвет пластика колес салона и двигателя был черным. У модели отсутствовала отдельная деталь решетки радиатора, теперь она была отлита вместе с кузовом. Запаска на поздних моделях уже крепится сзади на держателе, который не откидывается в сторону. Качество литья и сборки поздних экземпляров было очень невысоким. Вплоть до конца производства в 2012 году появилось довольно много разновидностей спецавтомобилей, которые среди всех поздних вариаций считаются сегодня более ценными. Модели УАЗ из моей коллекции, судя по перечисленным особенностям, относятся к двум разным периодам производства. Модель с металлическим днищем, надписью Made in USSR и короткими ручками на дверях относится к периоду до 1926 года. Вторая модель выпущена позже 1926 года, так как имеет уже пластиковое днище и более длинные ручки на дверях. Более точный год их производства я, к сожалению, определить не могу. Коробка на эту модель была одна единственная, но имела отличия в артикулах и эмблеме завода-изготовителя в зависимости от периода производства. В раннем варианте это был Радон, потом ВАЗ с надписью «Сделано в СССР»,
а после 1991 года с надписью «Сделано в России». Также был вариант коробки в 90-х годах «Собери сам» и самые поздние от завода «Агат». Цена на эту модель стартует от $20 за УАЗ в хорошем состоянии и без коробки. За раннюю модель с оригинально ранней коробкой, за модель с прицепом или же за редкий цвет цена доходит до $100-150. Всем спасибо за просмотр этого обзора. Если понравилось, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем добра и мира!